разделены на несколько зон. Дистрикт Галиция, вошедший в польское генерал-губернаторство, Рейхскомиссариат Украина и переданная Румынии Транснистрия. Рейхскомиссаром Украины стал гауляйтер Восточной Пруссии Эрих Кох. За время его правления на Украине были уничтожены около 4 миллионов мирных жителей. Почти 2,5 миллиона человек вывезены на работы в Германию. Построено 400 гетто и 180 концлагерей. Германский солдат завоевал Украину, чтобы иметь возможность поселиться здесь, заявлял Кох. Устанавливать новый порядок немцам активно помогали украинские националисты. Накануне войны Абвер вложил 2,5 миллиона рейхсмарок в организацию украинских националистов Степана Бандеры. Из жителей преимущественно Западной Украины были созданы не только карательные полицейские отряды, но и целая дивизия СС «Галичина». Украинский национализм, вот этот вот смесь сельского, хуторянского такого национализма с нацизмом, он носит характер квази-религии. Это сознание, которое напоминает сознание адептов каких-нибудь тоталитарных сект. С ними невозможно говорить рационально. Такие люди, как правило, не боятся убивать и умирать, и их очень легко использовать в своих целях. Представьте, что у вас есть армия своих зомби, которых можно направить куда угодно. Украинских националистов немцы использовали в качестве пушечного мяса или полезных идиотов. Как только деятели ОУН попробовали провозгласить во Львове создание украинской державы, германские власти их тут же арестовали. Фюрер – единственный человек, который ведет борьбу, и украинских союзников не существует, заявил Бандере унтерстатс-секретарь Кунт. После этого Степан Бандера был надолго отправлен в лагерь Заксенхаузен. Правда, в весьма комфортные условия. Выпустили его оттуда в 1944 году по просьбе Скоропадского. 16 апреля 1945 года 72-летний гетман был смертельно ранен в Баварии во время налета англо-американской авиации. Его сын Даниил, возглавивший движение гетманцев, скончался в Лондоне в 1957 году. Анализируя провальный опыт создания украинской государственности в 20 веке, один из ближайших соратников Скоропадского, украинский дипломат Вячеслав Липинский, писал: «Шовинизм украинский приведет политическую идею Украины к гибели. Быть патриотом – это значит желать всеми силами своей души создания человеческой общности людей, которые будут жить на украинской земле, а не мечтать о том, чтобы утопить в Днепре большинство своих же собственных земляков. Быть шовинистом – это значит прикрывать свою духовную пустоту и свою ущербность, а именно предательство, карьеризм, деклассированность, фанатичными восклицаниями про неньку Украину, про рідну мову, про «мы украинцы», про проклятых москалей и ляхов. Упаси вас, Боже, от такого рода национализма, который может принести только то, что уже принес – руину Украины».